Здравствуйте, дорогие друзья! С вами юрист Валерий Табаков. И сегодня мы разберем один из самых важных моментов в деле об убийстве Ирины Фарион, в котором обвиняют Вячеслава Зинченко. Это видео, возможно, поворотным, потому что мы с вами раскроем серьезную нестыковку версии следствия. Мы разберем, почему обвинение против Зинченко, основанное на выстреле с расстояния 1-1,5 метра, не выдерживает критики с точки зрения судебно-медицинской экспертизы и баллистики. Прежде чем начать, подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик, делитесь этим видео, донатьте, реквизиты вы увидите в первом закрепленном под видео комментарии, и не пропускайте новые разборы. Итак, переходим к делу. Согласно версии обвинения, 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра приехал во Львов 9 июля 2024 года, за 10 дней до убийства Ирины Фарион. Он якобы ежедневно вел наблюдение за ней, замаскировавшись в так называемую клоунскую одежду: панамку Патагония, футболку, очки и, как утверждают свидетели, красные перчатки. 19 июля 2024 года около 18:00 Зинченко якобы находился во дворе дома на улице Масарика, 3 во Львове, где проживала Ирина Фарион. Он занял позицию на лавочке, ожидая ее появления. В тот момент Фарион собиралась выехать к своей дочери Софии Особе, чтобы на следующий день отправиться в Болгарию на отдых. Она вызвала такси, взяла чемодан и вышла из подъезда. По версии следствия, Зинченко надел красные перчатки, прошел через арку, достал пистолет, предположительно Макарова, или переделанный спортивный, снял его с предохранителя, приблизился к Фарион на расстоянии 1-1,5 метра, произвел выстрел в голову и быстро скрылся с места преступления. Эта фабула кажется логичной на первый взгляд. Но есть один ключевой момент, который рушит всю версию следствия. И этот момент связан с выстрелом. Два свидетеля утверждают, что выстрел был произведен с расстояния около 1-1,5 метра. Они слышали хлопок, повернулись и увидели убегающего человека в панаме и очках, которого портретная экспертиза якобы идентифицировала как Зинченко. Но, друзья, давайте разберемся, что происходит при выстреле с такого расстояния. Когда выстрел производится из пистолета, например, ПМ, пистолета Макарова, пуля вылетает из ствола
вместе с пороховыми газами и частицами несгоревшего пороха. Эти микрочастицы движутся по направлению к цели. В данном случае в голове Ирины Фарион. На расстоянии 1-1,5 метра пороховые частицы, согласно данным баллистики, все еще достигают цели. Они оседают на коже, волосах или в раневом канале, образуя так называемую пороховую татуировку – мелкие точечные следы. Для наглядности представьте, что пороховые частицы – это как мелкая пыль, которая летит вместе с пулей. Даже на расстоянии 1-2 метра они обычно оседают на поверхности, особенно на коже или в ране. Это стандартное явление, которое фиксируется судебно-медицинской экспертизой. Согласно исследованиям в области судебной баллистики, например, работы профессора В.Л. Попова в книге «Судебная баллистика» 2019 года, при выстреле из пистолета Макарова с расстояния до 2 метров пороховые частицы практически всегда обнаруживаются на цели, если не было преграды. Теперь обратимся к судебно-медицинской экспертизе. Согласно официальному заключению, которое озвучила прокурор Данылев в судебном заседании, на теле Ирины Фарион не обнаружено микрочастиц пороха. Эксперты искали следы, которые могли бы указывать на прохождение пули через препятствие, например, стекло или ткань, но не нашли никаких микрочастиц вообще, ни препятствий, ни пороха. Это критически важно. Если выстрел был произведен с расстояния 1-1,5 метра, как утверждают свидетели, пороховые частицы обязательно должны были бы осесть на коже, в волосах или в раневом канале. Современные методы экспертизы, такие как масс-спектрометрия или реакция Грисса, способны выявить даже микроскопические следы пороха. Реакция Грисса – это химический тест, который определяет наличие нитратов и нитритов, характерных для пороховых остатков. Такие тесты применяются повсеместно в судебной медицине. Но что мы имеем? Экспертиза, проведенная экспертом Пендусом, не нашла никаких следов пороха. Более того, в заключении указано, что невозможно определить расстояние, с которого был произведен выстрел. Это означает, что версия следствия о выстреле с расстояния 1-1,5 метра не подтверждена данными экспертизы. Отсюда следует логический вывод. Если пороховых частиц нет, то выстрел либо не был произведен с расстояния 1-1,5 метра, либо его вообще не было в описанных условиях, что ставит под сомнение всю версию следствия.
Давайте рассмотрим другие возможные сценарии. Например, София Особа, дочь Ирины Фарион, и ее адвокат упоминали видео, снятое 17 июля 2024 года с расстояния около 15 метров из окна. Это может указывать на то, что выстрел, если он был, мог быть произведен с гораздо большего расстояния и даже, например, вот с того окна, откуда велась видеосъемка 17 июля. На расстоянии 15 метров пороховые частицы уже не достигают цели, так как рассеиваются в воздухе. Это объяснило бы отсутствие пороховых следов в экспертизе. Но это полностью противоречит версии следствия о выстреле с расстояния 1–1,5 метра. Какие дополнительные вопросы можно было бы задать следствию? Например, почему экспертиза не искала пороховые частицы целенаправленно? Если искали только следы микрочастиц разрушенного препятствия, это может указывать на неполноту исследований. Далее. Почему следствие игнорирует отсутствие пороховых частиц, которые должны быть при выстреле с близкого расстояния? Как объяснить свинцовый осколок в лобной части черепа, который, по данным экспертизы, не связан с найденной гильзой? Это может указывать на другой тип боеприпаса или оружия. Согласно данным судебной медицины, например, судебно-медицинская экспертиза огнестрельных повреждений, автор Буромский И.В. 2020 года, отсутствие пороховых частиц при предполагаемом выстреле с близкого расстояния требует дополнительного анализа, так как это аномалия. Судебно-медицинская экспертиза не подтверждает версию следствия о выстреле с расстояния 1–1,5 метра. Отсутствие пороховых частиц – это не просто пробел в доказательствах, а прямое опровержение сценария обвинения. Это дает основание защите Зинченко оспаривать фабулу дела. Друзья, мы с вами разобрали, почему версия следствия о том, что Вячеслав Зинченко якобы выстрелил в Ирину Фарион с расстояния 1–1,5 метра, несостоятельна. Отсутствие пороховых частиц в экспертизе – это не мелочь, а ключевой аргумент, который разваливает версию обвинения. Я юрист. Валерий Табаков считаю, что эта представленная мной логика имеет право на существование. Зинченко не надевал клоунскую одежду, не доставал пистолет в арке и не стрелял с расстояния 1–1,5 метра. Более того, данные экспертизы позволяют утверждать, что такого выстрела вообще не было в описанных следствием условиях. Что думаете вы? Согласны ли вы с моим анализом? Пишите в комментариях, делитесь этим видео с друзьями, чтобы обсудить, как сторона обвинения ответит на эти доводы и учтет ли защита этот аргумент. Спасибо, друзья, за внимание.
С вами был юрист Валерий Табаков. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!